Привет, друзья! Ну что, куда мы с вами сегодня приехали? Я вас привезла на виноградники. Мишлен 25 год, Мишлен 26 год, Карнас. Обязательно делайте предварительную резервацию и сейчас куда-нибудь позвоним. Звоните в звоночек, делайте предварительную резервацию, приезжаете час от Бодрума, звоните в звоночек и автоматически открываются двери. Ну что, погнали на виноградники? Ну что, сразу мне вспомнилось Ки-Урла в Измире по дороге в Алачаты, виноградники. Боже, какая красота! Боже, какое волшебное место! Я здесь не была, на самом деле уже... Ну, наверное, пару лет. Я приезжала в прошлом году, но было все full reservation. А в этом году везде не full reservation. Поэтому мы с вами едем на виноградники Карнас. Пить винцо и есть что-нибудь вкусненькое. Такая тут уже дорога пожившая. Что же это они не освежили Мишлен? Опа, тяжело рулить и снимать. Мы приехали с вами на виноградники. Здесь вот можно запарковаться. Здесь уже сразу же вход. Все очень близко и рядышком. Видите, тут же фонтанчик. Небольшой прудик. Цикады. Слышите, какой кайф. Та-да-дам! Ну что, приехали в разгар дня. Интересно, что никого нету практически. Видите, Бодрум на самом деле в этом году действительно полупустой. Большое преимущество. Поскольку снаружи достаточно жарко и ветрено, решила сначала расположиться здесь внутри. Тут такая приятная атмосфера. Ну что, кушать я решила здесь на улице. Ну просто летом, ну грех не сесть. Тут еще такая музыка классическая играет. Сейчас у меня будет салат, рикотта и их фирменное розе. Какая красота. Ну что, пришло мое винишко, розе. Ну все, начинается. Начинается вкуснота и красота. Ну расскажите, что тем более вы на русском. Расскажите, что у вас есть. Сливочное масло, Так. это рикотта-сыр, это хлеб с куркумой и с туфелем. Кукурузный хлеб, наверное, или просто эскимая. С куркумой. С куркумой. Класс. Пряно-аппетитно. Супер. Поэтому в Карнас, друзья, русский язык, турецкий язык, английский язык, вот любой язык, который вам нужно, вам все подскажут. Ну что, за этот прекрасный день, за этот прекрасный стол, за вас. Смотрите, принесли мой салат. Ну, прям про то, что нужно. Смотрите, ананас, зелень, абрикос, клубника с фруктами. Получается, рикотта, тарелочка. И, конечно же, розе под это просто идеально подходит. Только что периодически, кстати, включается фонтан. Создается просто удивительная атмосфера. Кстати, классно, что сегодня тут так ветрено. Вы посмотрите, какой ветер. Просто все сносит, все летает. И вот обычно здесь очень жарко, но из-за того, что ветрено, вот нету такого ощущения, знаете, что вот как-то невозможно здесь находиться. Эти уже цветочки все отцвели, все уже потихонечку высыхают.
впереди оливка. Тут оливковые рощи, а там вот виноградники. Вот там, вот видите? Ой, это прям красота. Дикая природа. Впереди горы, Милос, Умджулар, Бодрум. Ну, просто красота. Однозначно, если вы в Бодруме, must visit place, такой, знаете, escape. Бодрум escape. Я знаю, что люди больше, конечно, вечером любят сюда приезжать, а я вот люблю днем. Здесь особо такие ароматы, и ветерок, и атмосфера. И самое главное, что никого нету. Мне очень нравится, что вот сидишь, вот здесь вот я сижу, у меня здесь и классическая музыка. Здесь шумят эти оливки своими листиками. Там они включают периодически фонтан. И все это, вы знаете, под бокальчик вина. Как ехать час теперь назад в Бодрум? Знаете, теперь, если я сюда ехала на скорости 100 км в час, 90, то возвращаться я буду похоже на скорости 40 км в час. Потому что такое, знаете, томное настроение. Такой, знаете, полбокальчика такой выпил, и все такая, знаете, приятная летняя истома. Ой, красота. Самое главное, что очень вкусно. Я вот взяла комбинацию летний салат, да, рикотта, и вот прям под бокальчик в такую жару прям просто, ну, идеально. Конечно же, я не уеду без бутылочки розе. Это такая девушка, гедонист, наслаждающаяся жизнью. Ну, смотрите, как тут классно упаковывает. Все так, как надо, чтобы бутылочка доехала со мной. А вот, кстати, все их коллекция, видите? Но я любитель розе и просекко, поэтому я, как обычно, беру вот 24-го года, да? Очень красиво. Thank you. Okey. Çok teşekkürler. Evet, evet, yukarı çıkacaksınız. Tekrar arka sağınıza kalacaksınız bu maskaları gittikten sonra. Уже, кстати говоря, с 5 часов вечера начинают собираться люди. Я вот вижу, что уже приходят семейные всякие группы, парочки. А у меня в коллекцию пойдет моя еще одна бутылочка розе. Я коллекционирую розе. How many? 2500. She knows She- much better. Сейчас у меня будет экскурсия заново. Заново все. Evet, tekrardan şimdi böyle şey yaptı da tekrardan anlatacağım diyor şimdi. Anlat tabii. Evet. Пошли, давайте. Так, ну что, куда мы идем? В погреб, да? Погреб наш, да. Так, ну вы поближе сильно, далеко не убегайте, чтобы вас слышно было, да. Добро пожаловать в нас. Так, Мы сейчас в погребе. Зимой и лето одинаковая температура 16-20. Сверху хозяева дома. Они иногда тут, а иногда в Стамбуле живут. Хозяева зовут Халипчан Ишман. Он инженер из Стамбула. Но начала виноделию, конечно, его мама. Маму зовут Сельва Ишман. Она со семьей жила в Америке 8 лет, и она оттуда узнает про зинфандаль и говорит, когда я буду возвращаться... сорт зинфандаль, да? Да, зинфандаль это винный, красное вино, Ага. сорт вина. И она говорит, когда я буду возвращаться в Турцию, у меня будет маленький погреб для себя, для друзей, я буду делать вино. И к 2000 годам они возвращаются, покупают в Бодруме 16,5 гектаров места, и в 2005 году сажают сирах и зинфандаль. Ну, многих спрашивают, конечно, будет зинфандаль, тут вино из зинфандаля или не будет. И многие говорят, тут никакого зинфандаля не будет. И она едет в Калифорнию. Почему? Потому что зинфандаль это калифорнийское вино. И там смотрит, в каком климате зинфандаль там растет. И они, Умные люди любят собирать со всего мира все прекрасное и привозить к себе домой, как мы говорили только что, да? Да, вы правы. И если мы будем смотреть происхождение зинфандаль, это оказывается из Италии, из сорта Примитиво, и они едут в Италию. И оказывается, оттуда они привезли маленькие саженцы вот зинфандаля и сажают в 2005 году. И, конечно, ждут 8 лет. Почему? Потому что для приготовления красного вина, оказывается, надо ждать 10 лет. И они ждут 8 лет. И в 2013 году Сильвана сама вот дома готовит из зинфандаля и розе, и красное вино. Из Шираза красное вино получается отлично. 3 года подряд она сама делает вино для друзей, для себя. И в 2016 году сын приходит и говорит, мама, у тебя хорошо получается, давай немножко расширяться. И она приглашает вайнмейкеров. Она тоже турчанка, муж из Испании, оба учились во Франции Бордо. Ну, класс. Да. Сейчас, конечно, у нас около за год
40 тысяч бутылок у нас производства. Именно вот этого сорта, да? Нет, вообще у нас общее, да? Есть сейчас 6 видов вин мы готовим. Ну да, я видела там сняла Да, уже. Ага. одного розового, там 2 вида белых и 3 красных вин. Ага. Мы приготавливаем красное вино за 2 года. У нас время урожая август, собираем мы на руках 5 утра, кладем сюда. Они у нас 5-тонные нержавичные танкеры. У нас тут 1 день холодная массерация, 20-25 дней ферментация, потом пресс, потом заново кладем, и тут стоит 1 год. Потом 1 год в дубовых бочках, они из Франции. За 2 года у нас приготавливается красное вино. Настоящие французские бочки. Ага. Но они красивые, кстати. Такие они еще припыленные, такие старенькие, прям вообще красивые. Но они же дубовые, правильно? Они дубовые, да. Все они бочки дубовые, да? Мгм. И Красиво. белое и розовое вино приготавливается за год только в вот этих нержавичных казанах. Ага. Имя Карнас из Галикарнаса. Да, я так и знала. Кстати говоря, сегодня я когда сидела в ЗАИ, у меня утро начиналось, Зай. завтра в ЗАИ, да? Да. Ну, тоже такое, знаете, место красивое, я там люблю, это мое любимое. Там книги. Да, и сидели рядом ребята, и они называют там все бич-клабы, куда поехать. Я вот это слушаю и понимаю, что, ребята, это все не те места. Я им сказала, я говорю, я сейчас еду в Карнас. Да, а они такие, Халикарнас? Я говорю, нет, Карнас, говорю. Карнас, да. Да. Поэтому, да, ну это потому, что все равно у Бодрума есть история, от нее никуда не деться. Это Конечно, очень да, древний да, город, старое поэтому имя. Мгм. класс. Вот так. Ой, а тут я заметила бутылки. Это то самое мое розе, любимое. Розе, да. Ну, видите, Мы глаз. отсюда берем, лепим этикетку и на продажу. У меня глаз это наметан. Наверное, розовое вино. Класс. И здесь у вас вайн-тестинг, да, за этим столом большим И проходит? wine-pairing тоже. Это сколько тут человек так 20. вообще? 20 человек, представляете? Вот если у вас компания 20 человек, друзья, вы переехали в Бодрум, обязательно вам нужно сюда. Прекрасная еда, как видите, прекрасные хозяева, прекрасная команда, просто прекрасная атмосфера. Сосновые рощи вокруг, оливки, вкусная еда, вино, вообще что нужно? Да? Да, конечно. Всех ждете? Все ждем, будем ждать. Ну все, Приходите. тогда пока, увидимся Пока. снова. Пока. До свидания. Диля, Диля, очень прекрасный официант, гостеприимный человек, который нам все провел здесь экскурсию. Менеджер этого пространства Бельгии, да? Бельгии. Прекрасное тоже отношение. Вспомнили, что я здесь была в прошлом году и не успела попасть. И даже мне тут где-то какой-то подарочек. Оливковое масло еще подогнали. Ну, это вообще прям очень приятно. Ой, красота. На столе, ну вообще, ну еще и с заставкой. Ну посмотрите, вот у меня еще и с подарками. Обожаю. Вот это вот подарки моя слабость. Вот те, кто меня хорошо знает, неважно его размер, вообще неважно, но подарочком меня можно легко купить. Ну, вот это вот оливковое масло, у нас есть тут 2 вида оливкового деревья. Например, вокруг озера их хозяев сам посадили, 20 лет им, и называемый сорт гемлик. Из них мы делаем маслина. А я знаю, это самое вкусное. Да. Гемлик вообще вот эти черные. Да, Они же так и самое- называются, гемлик, самые. Гемлик, В да, Бодруме да, их да. все любят. На И- базаре их покупают у Да, вы нас. правы. И еще есть, конечно, у нас такое вот 200-летнее дерево, их называют мемеджик. Из них мы делаем холодный отжим оливкового масла. Вот это, которое я буду как Вы будете лекарство, да, как, которое как натощак лекарство пить, буду да. принимать. Как раз буквально на прошлой неделе думаю, надо где-то это масло купить. Кстати, в Бодруме, представляете, вот такое масло можно купить только в одном месте. Там есть такой магазин Healthy, типа, ну такой, типа, Саглык. Потому что, ну, в обычный Мигрос, там, Карфур, там нету такого. Нет. Вы Это знаете, только нужно вот в этот вы- Саглык и у вас. Ну, там, Но- где-то здесь в Манжуларе, да. ну и вам скажу, или как попрошу, когда вы будете открывать масло, пожалуйста, Так. вы откройте, там немножко как шат налейте себе на маленькую как, кружку, да, или так стаканчик, и закройте и понюхайте, сделайте дегустацию, пожалуйста. Понюхайте. Это и когда я потом- протрезвею после вашего Всё, бокальчика всё, розе. всё. Завтра утром уже. Сегодня не буду дегустировать. Да. И потом выпейте. Там очень кислотность самая низкая. Почему? Потому что мы собираем их, когда они зелеными. Early harvest у нас. Не только cold press. Ага. И у них полифенол 500-600, самое высокое. Это самое лучшее считается. Пряная цвета. Диля, ну просто хай-файв, спасибо. Это было классно, супер, ну, Спасибо. не знаю, Будем это ждать самый-самый прекрасный гостеприимный гость у меня на канале. Ну, просто Спасибо. класс. Спасибо вам от души. До Пожалуйста. встречи. До встречи. Пока-пока. Пока. Be you.
Боже, ну какая красота! Конечно, Мугла – это просто сказка. Изумительный. Конечно, есть Морсалкым рядом, но хочу вам сказать, то эстетическое удовольствие и атмосферу, которая есть здесь, в Карнас, ну, вы нигде не найдете такую винодельню, такую прекрасную, так близко, эстетично. Это какая атмосфера, понимаете? Там вот женская рука прикоснулась к каждой детали, это прям чувствуется. Замечательное просто место. Прекрасно отдохнула. Советую закладывать часа 3-4, чтобы погулять, чтобы выпить, чтобы осталось место на десерт.